Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня будет еще одно видео, посвященное этой схеме. Вполне возможно последнее, но не обязательно. Я уже показывала вам, и как выполнять вот эти серьги черные, как выполнять браслет, чокер из этой схемы. А сегодня я хочу показать вам, как я буду выполнять вот эти серьги. Я изменила схему. Как и в предыдущем видео, где я выполняла чокер, я покажу вам, как выполнить эту схему без расшивки. Выполняется она не совсем так же, как мы делали чокер, потому что кольца расположены по-другому, соответственно, нам надо по-другому соединять их. Поэтому я, в принципе, решила показать это видео. И если вы обратите внимание, здесь у меня немножко другая серединка. Она другая, потому что я тоже добавила здесь пико соединительные между дуг. А если вы не хотите, чтобы был такой ровный круг, в принципе, вы можете не делать пико, потому что вот здесь эти соединения, они не имеют какого-то, я не знаю, функционального значения. Будет мотив держаться за счет колец. Здесь серединка получилась более круглая. Здесь же видно такое, я не знаю, мне этот мотив напоминает паутинку. Особенно в черном цвете. А вот уже в белом цвете, не знаю, какой-то цветочек. Для выполнения этой работы нам, как и в прошлые разы, понадобится игла. Я буду использовать иглу номер 7. Нитки у меня Ariana Vega номер 20. Крючок, нитевдеватель, ножницы. Где-то, возможно, мне понадобятся плоскогубцы. Они точно понадобятся для крепления швензы. Зажигалка. Ну и, собственно, швенза и маленькое соединительное колечко. Оставляю примерно 1,5 метра хвостика и выполняю первое кольцо. Если вы только начинаете знакомиться с техникой фриволите иглой, то я рекомендую вам сначала посмотреть мой плейлист по основам этой техники, выполнить несколько более простых схем, а затем вы уже можете приступать к этому мастер-классу. Пико делаю чуть-чуть больше, чем я обычно делаю пико. Здесь у меня где-то миллиметров 5, может быть 6. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Как я уже говорила, вы можете выполнить дугу без соединения, просто 17 узелков. Я же буду выполнять дугу с соединениями, и она будет вот такая у меня. Закрываем дугу, переворачивая работу.
Следующее кольцо будет расположено внутри, но оно у нас пока ни с чем не соединяется, так как это первое кольцо, поэтому его не нужно сразу изнутри выполнять, мы его можем выполнить как обычно. Еще один момент, который я хочу вам сказать. Вот в этой сережке у меня получилось 14 колец, которые выходят из круга. Здесь же у меня получилось 15. Я думаю, что вот эти кольца вот здесь выглядывают чуть больше, и за счет этого получился радиус самого вот этого круга поменьше. Это можно исправить, больше высунув вот это колечко вперед. И для этого вот здесь надо набрать не 8 узелков, как это делаю я, а, например, 7, либо даже 6. Но это надо все пробовать, то есть если вы хотите, чтобы у вас получилась прям такая идентичная схема, то надо делать пробный вариант. Так как я уже сделала одну сережку с 15 колечками, и в принципе мне нравится полученный результат, то, соответственно, и вторую я буду делать точно такую же. Закрываем кольцо, работу не переворачиваем. Следующее кольцо полностью повторяет первое. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Выполняем дугу и выполняем соединение вот с этим пико. Эта дуга пойдет под низ первой. Закрываем дугу, переворачивая работу.
Теперь мы можем сложить первые 2 кольца. Проходим вторым кольцом снизу вверх через первое. Вот эти 2 пико, то есть пико второго кольца и пико первого кольца, они должны располагаться рядом с друг другом. Вот таким образом. Теперь мы будем выполнять кольцо, которое будет располагаться внутри вот этого кольца, вот таким образом. И соединение мы выполним одновременно с этими 2 пико. Набираем 8 узелков. Опускаем иглу вот таким образом и проходим через кольцо. Возвращаем иглу, вытягиваем рабочую нить. Точно так же, как и в чокере, нам нужно образовать петельку, и использовать мы будем вот эту нить, которая идет к узелкам. А нить, которая идет к клубку, вот она должна быть за иглой. То есть, по сути, у нас все ниточки должны быть вот здесь справа. Вот 3 нити у меня здесь. За исключением вот этой, которая прямо возле узелков. То есть она идет по кругу. И вот сюда пошла вниз к клубку. Мы ее вот так придерживаем. Выполняем соединение. Прохожу сначала через 1 пико, потом через 2 пико. Ниточку, которая идет к клубку, тянем вниз. Она идет вдоль узелков через кольцо и пошла внутрь. Вот она. Закрываем кольцо, придерживаем нить, которая идет к клубку, и нашу обычную петельку у основания. Точно так же, как и в чокере. Сначала иглой проходим через вот это кольцо, а затем через петельку у основания. Либо делим это движение на 2. Сначала через кольцо, затем через петельку у основания. Нить, которая идет к клубку, обязательно нужно завести за кольцо. Сейчас она у меня в правильном положении,
Но может быть ситуация, когда вы будете затягивать это кольцо, и эта нить перекинется вот сюда вперед. Такое нам не нужно, она должна быть сзади. Вот такое кольцо у нас получилось. Оно соединено и с этим кольцом. Закрываем его, не переворачивая работу. Пико, которое мы выполнили в этом кольце, вот оно. Оно вновь совпадает с пико кольца, которое находится под ним. Далее мотив повторяется. Мы будем выполнять вот это кольцо горизонтальное. Это так я его называю в чокере или в браслете, а в серьгах не уверена, что правильно называть его горизонтальным, но пусть будет горизонтальным. Выполним его, затем выполним дугу, соединяя с предыдущей, и вновь кольцо, которое проходит через горизонтальное кольцо. Таким образом, идем по кругу. Я выполню нужное мне количество колец, и где-то вот здесь я остановлюсь и покажу вам, как соединять последние кольца с первыми. Я уже выполнила 14 вот таких колец, которые у нас внешние, и 14 горизонтальных. А также выполнила 15 горизонтальное, оно точно такое же, как и предыдущие, поэтому я вам его не показывала. А оно, по идее, должно быть уже соединено вот с этим кольцом, но я это не выполняла, потому что затем будет неудобно выполнять следующие элементы. Последнее кольцо, которое будет проходить вот так, оно тоже должно быть соединено вот с этим кольцом, но мы этого тоже делать не будем. Следующий элемент, который мы будем выполнять, это дуга. Она должна быть соединена с предыдущей дугой и самой первой дугой. Начинаем ее точно так же, как и предыдущие дуги. Выполняем первое соединение. Теперь нужно выполнить второе соединение. Вот таким образом я подношу это пико. То есть вот наш мотив, он круглый, и пико будет располагаться вот так. Обычно я прохожу крючком сверху вниз. Для этого пико я буду проходить снизу вверх. Набираю оставшиеся 7 узелков. Затягиваю дугу. И ее нужно расположить верно, то есть вначале она уйдет под предыдущую дугу,
а вот здесь она должна пойти сверху. Вот таким образом. Закрываю дугу, переворачивая работу. Теперь таким же образом, как и в прошлые разы, выполняем кольцо, которое проходит вот так. Это у нас последний элемент, поэтому, в принципе, если хотите эту нить, можно отрезать от клубка и вытащить ее, чтобы уже не делать такие петли. Все нужные узелки я набрала, и вот теперь я отрежу нить. Как я говорила, вы могли это сделать чуть раньше, но убедитесь, что вы оставляете достаточный хвостик, чтобы набрать нужное количество петель. Нить, которая идет к клубку, все отрезано, я ее вытянула. Закрываем кольцо. Рабочую нить я вытяну на обратную сторону. Перед тем, как завязать узелок, я пройду иглой через самое первое кольцо, вот здесь в начале, чтобы соединить начало и конец нашей работы. И вот теперь завяжу узелок. Последнее, что нам нужно сделать, это соединить вот эти 3 пико. Они расположены совсем близко к тому месту, где мы заканчивали работу, поэтому я просто ведущей нитью с иголкой пройду через узелки. Вот, например, по вот этому кольцу, вот сюда.
Можно пройти либо сквозь узелки, либо вдоль их верхушки. Смотрите, как вам удобно. Прячем нитку в рядом расположенные узелки, отрезаем ее и можно опалить кончики. Осталось присоединить швензу. Я буду использовать вот такие треугольнички. Цепляю за любое колечко. Вот и все. Еще одни серьги готовы. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Если да, буду рада видеть ваши лайки и комментарии под видео. А если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!